Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой второй канал. Сегодня в данном видео расскажу, как устранить такую проблему, как посторонний шум в наушниках и микрофонах. Поехали. Я сам столкнулся с такой проблемой. Вот этот компьютер, пытался записать видео. Вот слушайте, как звучит посторонний шум в моем микрофоне. Проблему устранил, сейчас расскажу самые распространенные причины. Я думаю, единственное, что может создавать посторонний шум, это перебой с питанием. Что это значит? Это значит, что какой-то не до конца подключенный разъем может стать причиной, либо, например, неисправное какое-то подключенное устройство. Ну и самое последнее, это уже неисправность блока питания. Поэтому для начала проверьте все разъемы. Естественно, перед этим нужно выключить компьютер. Проверьте еще основной разъем питания платы. Он тоже иногда может быть случайно не до конца защелкнут. Простыми словами, переподключите все разъемы. И потом попробуйте запуститься. Сколько занимаюсь компьютерами, очень часто передние USB-порты глючат. Вот даже сейчас, когда я начал записывать видео, у меня на втором уже новом компьютере, который я собрал недавно, при подключении микрофона наушников Windows пишет неопознанное устройство. Комплектующая новая, корпус новый, но все равно почему-то глючит. И здесь у меня были подобные проблемы. Поэтому, если у вас USB-микрофон, старайтесь не использовать передние USB-порты, подключайте его к задней части компьютера, то есть к материнской плате напрямую. Если у вас звук по-прежнему не пропадает, попробуйте отключить еще передние порты и проверить без них. Потому что чуть ли, не на каждом компьютере постоянно проблемы с этими передними USB-портами. Они просто по каким-то неведомым причинам не могут работать исправно. Если шум по-прежнему у вас не пропал, тогда возьмите микрофон и попробуйте подключить его к другому компьютеру и проверить, есть ли шум там. Если там шум присутствует, значит дело в микрофоне, либо в кабеле, с помощью которого вы его подключаете к устройству. И как вы думаете, что оказалось в моем случае? Смотрите. Сейчас звука нет, да? Но если я подношу микрофон к компьютеру, появляется новый звук. То есть дело тут было совсем не в разъемах, а в том, что микрофон нужно держать подальше от электронных устройств. И вот даже здесь очень отчетливо можно слышать какой-то писк. Поэтому все очень просто. Микрофон убираем подальше от электронных устройств, и все, звук у нас пропадает. Ну и последняя, самая страшная причина – это блок питания. Мне повезло настолько, что и это мне пришлось пройти. Однажды, когда у меня был блок питания Be Quiet, мне, по всей видимости, попалась бракованная версия. Сначала у меня отвалились передние USB-порты, тупо не определялись. Далее появился какой-то очень жесткий шум, просто невыносимый. В наушниках и в микрофоне, в общем, везде. Я сдал его по гарантии, дефект подтвердили и выдали новый блок. Не думайте, что Be Quiet это какие-то плохие блоки питания, просто брак присутствует везде, это как повезет. Если на другом компьютере звука нет и переподключение не помогло, то будьте уверены, дело в блоке питания. Ну вот и все, это самые распространенные причины, почему может появиться посторонний шум в наушниках или микрофонах. Обязательно напишите в комментариях, помогло ли вам данное видео. Если у вас остались какие-то вопросы, можете оставить их там же. Если видео помогло, то подпишитесь на канал. Всего доброго, пока.